понедельник утром в конференц-зале небоскребов Сан-Франциско генеральный директор корпорации ВОЗ Глобал Марина Вос снова устраивала разнос командам. Она была известна как одна из самых жестких руководителей в отрасли, резкая, требовательная, беспощадная к ошибкам. Документы летели по столу, сотрудники сидели с опущенными глазами, а Марина выкрикивала цифры, упреки и угрозы увольнений. За 4 года она утроила оборот компании, но разрушила атмосферу настолько, что персонал буквально боялся дышать. В дальнем углу стоял уборщик, Джон Роуэн, 52-летний бывший военный инженер, работавший ночными сменами, чтобы днем заботиться о своей дочери Хане. После смерти жены он остался один и устроился в ВОЗ Глобал, где его почти никто не замечал. Но в тот день он видел, как молодая бухгалтер Кэтрин дрожит и пытается скрыть слезы. И когда Марина унизила ее при всех, Джон впервые за годы нарушил тишину. «Вам стоит найти сердце», — сказал он спокойно. Зал замер. Марина резко подняла голову, пораженная тем, что невидимый уборщик осмелился ей возразить. «Вы ломаете этих людей каждый день», — продолжил Джон. «Это не лидерство. Это страх». Сотрудники слушали, затаив дыхание. Марина попыталась оборвать его, но он говорил твердо, спокойно, честно. И каждое слово попадало в цель. Среди сотрудников оказалась девушка, записавшая сцену на телефон. Видео оказалось в сети и за ночь разлетелось по США. Утром журналисты уже стояли у входа в ВОЗ Глобал. Совет директоров потребовал от Марины публичных извинений. Она впервые увидела себя со стороны, злую, ослепленную властью, далекую от того, каким лидером был ее покойный отец, основавший компанию. И что-то в ней сломалось. На пресс-конференции Марина признала ошибку и заявила, что хочет найти Джона, чтобы извиниться лично. Джон тем временем получил неожиданное предложение на стройке в Окленде. Его взяли инженером благодаря тому самому видео. Его жизнь, казалось, начинала налаживаться. Когда Марина приехала к нему домой, дверь открыла Ханна. Девочка узнала Марину из новостей, но выслушала ее. На вопрос, могут ли люди меняться, Марина впервые честно сказала: «Да, я пытаюсь». Ханна указала, где работает отец. На стройплощадке Марина нашла Джона и извинилась. Он выслушал без злости. «Вопрос не в словах», — сказал он, — «в том, что вы сделаете дальше». И Марина сделала. Она собрала 2500 сотрудников и впервые в жизни говорила не как руководитель, а как человек. Признала свою вину и попросила шанс измениться. Она публично извинилась перед всеми, кого обидела. Создала программу поддержки сотрудников и культуру, основанную на уважении. Джон согласился стать консультантом по корпоративной этике, но его зарплату он попросил отправлять в стипендиальный фонд имени его жены, учительницы, которая при жизни помогала детям из небогатых семей. Компания начала меняться. Текучесть кадров снизилась, производительность выросла, атмосфера стала здоровой. История о трансформации ВОЗ Глобал попала в бизнес-журналы. Университеты приглашали Марину выступать с лекциями. Год спустя компания организовала вечер в городском парке, в память о тех, кто помогал им стать лучше. Тысячи людей пришли со своими семьями. Джон, его дочь и Марина стояли под сотнями фонариков, поднимающихся в небо. «Думаете, они видят нас?» — тихо спросила Марина, глядя вверх. «Думаю, да», — ответил Джон. «И думаю, они гордятся тем, что мы больше не невидимы». История, начавшаяся с крика, закончилась светом и напоминанием, что одно честное слово действительно может изменить чью-то жизнь.